Компания Toyota представила компактный хэтчбэк Yaris 4-го поколения. Самая маленькая модель японской марки переехала на совершенно новую платформу, стала легче предшественника, а также получила другую гибридную силовую установку. Toyota Yaris – один из двух автомобилей японских марок, второй Nissan Qashqai, которые попали в десятку бестселлеров европейского рынка. Продаваться он будет на рынках Европы и Японии. А американцам в начале года под именем Yaris подарили перелицованную Mazda 2. В экстерьере выделяется вытянувшийся капот, эффектные выштамповки по бокам, светодиодные фары с интегрированными дневными ходовыми огнями, лишившиеся острых граней, и необычные задние фонари. Новый Yaris стал первой моделью на компактной платформе GAB, созданной в рамках модульной архитектуры TNGA. По сравнению с прежней тележкой, центр тяжести расположен на 15 мм ниже, расширена колея, пересмотрена геометрия шасси, а кузов теперь жестче на 30%, что должно снизить вибрации и шумы. Со сменой поколения Yaris стал на 5 мм короче и на 40 мм ниже, однако ширина выросла сразу на 50 мм. Такая же прибавка и у колесной базы. Пропорции кузова стали более взрослыми. Капот теперь длиннее, а место водителя сдвинуто на 60 мм назад. Новый Yaris стал в среднем на 50 кг легче прежнего. Снаряженная масса базовой версии 950 кг. Спереди в новом хэтчбеке установлены стойки Макферсон, а сзади тип подвески зависит от привода. В переднеприводных версиях это скручивающаяся балка, а в полноприводных – независимая подвеска на двойных поперечных рычагах. Новый салон с более качественными и мягкими материалами. Передняя панель стала меньше и ниже. Уменьшен диаметр руля. Аналоговые приборы канули в лету. Хотя перед водителем все-таки два колодца, в которых спрятаны дисплеи. Медиасистема входит в базовую комплектацию, а за доплату предусмотрен 10-дюймовый проекционный экран. Также Yaris может иметь подогрев руля, контурную подсветку салона и панорамную крышу. Для Японии анонсированы поворотные передние кресла, облегчающие посадку и высадку. Адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и удержания в полосе есть уже в базовой комплектации. А для Европы предусмотрена центральная подушка безопасности. Появилась продвинутая система самопарковки Advanced Park. Улучшенный комплекс безопасности Toyota Safety Sense теперь видит не только попутные, но и встречные машины при повороте направо на перекрестке и пешеходов при повороте направо или налево. В качестве начального мотора выступает бензиновый 1 КИА 1 литр, совмещенный с вариатором Super CVT-i и передним приводом. Далее идет трехцилиндровый агрегат M15A 1,5 литра из семейства Dynamic Force с вариатором Direct Shift CVT, оснащенный механической стартовой передачей. Привод в этом случае может быть передним или полным, или шестиступенчатой механикой, привод передний. Хэтчбэк может быть оснащен новейшей вариацией гибридной системы THS-100 для поперечной архитектуры с понижающей передачей, построенный на базе все того же мотора M15A 1,5 литра. Привод в этой версии может быть передний либо электрический полный, с отдельным электромотором EFO на задней оси, впервые на Тойотах в этом классе. Европейское отделение сообщает о росте комбинированной отдачи системы на 15%. С учетом известного параметра предшественника теперь можно рассчитывать на 115 сил. При этом гибридная система стала на 20% эффективнее прошлой, которая мощнее и на 27% легче прежней. У гибридов для Японии, а еще есть и бытовая розетка на 150 Вт. Ярисы для Европы будут выпускать во Франции, а хэтчбеки для Японии станут делать дома. Там старт продаж намечен на февраль 2020 года. Европейские покупатели смогут купить новый Yaris чуть позже. А для небогатых стран Азии и Южной Америки у компании есть совсем другой Yaris L и переднеприводная кросс-версия Yaris LX с массивными пластиковыми накладками по периметру кузова, подрезанный задний бампер и рейлинги на крыше. С российского рынка Toyota Yaris ушла еще в 2010 году.